Байден, возможно, ищет компромиссов. В последнем своем интервью он заявил, что мир в Украине будет выглядеть так, что Россия больше никогда не оккупирует нашу страну. Но это не значит, что Украина обязательно станет членом НАТО. При этом еще год назад и его позиция, и вот, кстати, Блинкен, когда приезжал в Киев, он говорил, что Украина обязательно должна стать членом Альянса. Вот почему изменилась эта позиция, как вы можете это проанализировать? То есть фактически, можно сказать, это такой себе сигнал Путину от Соединенных Штатов, что мы готовы, что Украина будет внеблоковой, но ты там останавливай войну и выводи войска. Нет, ни про какой вывод войск речь вообще не идет. Никакие войска Путин ниоткуда не вывезет, пока их не выбьют оттуда. Вот. Поэтому опять сигналы этой администрации, это я считаю, что агония вот этой политики компромиссов, она все равно, как говорится, она подойдет к концу. Ровно потому, что эта война, как я уже сейчас говорил буквально там 20 минут назад в нашем интервью, она не имеет иных способов окончания, кроме как победы Путина или победы Украины. Поэтому все остальные варианты — это варианты промежуточные, варианты перемирия. Но опять, Америку управляют люди, которые, как говорится, думают о том, что случится там на ближайших выборах, а не о том, как их действия отразятся на ходе мировой истории. Что касается членства в НАТО, мне кажется, это разговор, я говорил об этом много раз уже, он абсолютно аморален ровно потому, что НАТО — это не вообще название организации. Вот этот бред, вот это совершенно постоянное пережевывание, мы укрепились, НАТО укрепилось. НАТО создавали с одной целью — защитить свободную Европу от российской агрессии. В 1949 году в этом была цель. И потенциальная линия фронта шла по реке Рейн в Германии. Вот только для этого она создавалась. Не для какой-нибудь там войны в Афганистане, на Ближнем Востоке. Только для того, чтобы остановить советскую агрессию. НАТО начало двигаться на восток после распада СССР с той же самой целью. Гарантировать нормальную жизнь в свободной Европе, которая расширялась на восток, от потенциальной уже там российской агрессии. Ровно потому, что у европейцев, восточноевропейцев есть генетическая память. И у поляков, и у литовцев, и у латышей, и у эстонцев, и у румын. Они все помнят. И у чехов. Вот. И, кстати, у венгров тоже есть историческая память. Вот. НАТО подошло вплотную уже, естественно, к границам России. И, между прочим, рассказы про то, что там НАТО в Украине будет слишком близко к России, они вообще бессмысленны. Я бы там рекомендовал всем этим горе-политикам на карту посмотреть. Эстония вообще находится от Петербурга, по-моему, на расстоянии на 200-300 километров. Вот, гораздо ближе, чем Харьков к Москве. Вот. То есть, в принципе, речь шла именно о том, что у Путина просто были свои представления о том, как должен выглядеть мир, в котором там Россия будет играть доминирующую роль. И, понятно, НАТО ему сильно в этом вопросе мешало. Но сегодня Украина единственная страна, которая воюет за основную цель, ради которой НАТО создавалось. Украина уже член НАТО. Она пролила столько крови за то, чтобы выполнить натовскую задачу. Что вообще-то разговоры Байдены приходят и уходят. А героизм Украины, которая спасала Европу и продолжает спасать Европу, он останется в истории. Вот, поэтому, мне кажется, это действительно это трусость, это позор, это уровень сегодня американских и европейских политиков, которые ничего, кроме сожаления за это политическое ничтожество Запада вызывать не может. Это страна, Америка, в которой были великие президенты: Рузвельт, Трумен, Айзенхауэр, Кеннеди, Рейган. Это те, кто защищал свободный мир. Против кого? Сталина, против Советского Союза, который был, не читая этому Путину. Мы же понимаем, что когда Трумен принял решение защитить Западный Берлин, окруженный советскими войсками полностью, и 11 месяцев шли поставки через воздух, когда Сталин бил блокаду в 1948 году, все-таки против Трумена был Сталин. На секунду задумаемся, Сталин. С его победой в войне, с его огромной армией, с политической ситуацией на Западе, которая была принципиально иной. За Сталиным была оккупирована Европа. И в этих условиях все равно Трумен демонстрировал, как и последующие американские президенты, стальную волю, понимая, что роль Америки — защищать свободный мир. А сегодня мы видим желание вступить в компромисс не только с Путиным при этом, но мы послушайте, что говорит Блинкен просто про эти, как бы договариваться будем с кем? С Ираном, с Хамасом, с Талибаном, с Мадуро. Но это просто абсурд уже. Это задача администрации — спасти остатки Хамаса просто. Они выкручивают руки Израилю. Заметьте, ограничения ставятся Израилю, Украине. Вот, в принципе, вот кому ставятся ограничения? Не бандитам, с которыми воюем, а союзникам. Да. Но ровно потому, что это удобнее. Потому что Израиль и Украина — демократии, которые вынуждены реагировать на это. Гарри Кимович, а
Альтернатива Байдену в демократической партии есть? Ну, я считаю, что демократы заслуживают поражения, если они выставят снова вот такой же как бы, ну, тикет, свой билет Байден, Камала Харрис. Ну, мы же все понимаем, что Байдену давно пора на покой. Байден выиграл в 2020 году, потому что, ну, Трамп все-таки вызывал отторжение у многих людей. Но это был промежуточный вариант, на самом деле. А у него был шанс стать великим президентом, просто выиграв в эту войну, просто продемонстрировав, как говорится, ну, американскую мощь, прекратить американское отступление по всему периметру земного шара. Вот. Но он с ней не справился. Ну, видимо, не мог справиться. Вот. Но сегодня выставлять человека, который с трудом говорит, который с трудом ходит просто, это, ну, с моей точки зрения, это просто там, плевок в лицо там, любому нормальному американцу. Я не американский гражданин, я не голосую, как бы вот, но тренд, который я вижу, он, в общем, достаточно однозначен. И я повторяю, что угодно можно говорить про Трампа, но в этом соотношении американцы выберут, конечно, Трампа. Мне так кажется, потому что видно по всему, несмотря даже на эти уголовные дела, и другая динамика просто. Нельзя выбирать человека, который, ну, он не может руководить Америкой еще 4 года. Но это абсурд. Это видят все просто сегодня. И то, что демократы не могут провести эту замену, но это просто говорит о, мне кажется, экзистенциальном кризисе в партии. Все-таки там есть много талантливых людей, есть блестящие губернаторы. Любой из них, я могу начинать называть, но я думаю, эта фамилия не будет ничего никому говорить. В принципе, там губернатор Уитмер, вот она вот губернатор Мичигана, там губернатор Бишар, губернатор в Кентаки, в штате Кентаки. То есть те люди, которые могли бы дать бой Трампу. Ну, они, может, не столь знаменитые, но тем не имеет значения. Голосовать будут за демократа, потому что это не Трамп. То есть антитрамповское голосование все равно достаточно сильное в Америке. Но проблема в том, что голосование за Байдена невозможно для многих людей. Именно вот по этой причине Байден не может руководить страной сегодня. Вот. А у Трампа есть динамика, потому что он тоже, в общем, говорит, понятно, у него тоже возраст, у него тоже видно усталость, и понятно, за ним тянется невероятный шлейф, в общем-то, дел, как бы, ну, которые, я думаю, зачастую нарушали американские законы, хотя последнее дело в Нью-Йорке, которое закончилось вот вынесением приговора, но оно, скажем так, оно слишком сильно отдает, я бы сказал, воняет политикой. Вот. И судя по всему, кстати, американцы так и реагируют. Я смотрю на цифры, ждали, что будет обвал у Трампа. Нет, на самом деле цифры идут в другую сторону. Людям это не нравится. Общая ситуация в стране меняется, и неспособность демократов ответить на вызовы, которые есть, стоят перед Америкой, внутренние и внешние, мне кажется, она во многом может оказаться решающей для этих выборов. Путин говорит, что ему вообще все равно, кто победит, Байден или Трамп. Он думает, что ничего по отношению к России не изменится. Но в то же время он сейчас очень активно заявляет о том, что он готов якобы к переговорам, да, но вот у него новая теперь причина не договариваться, потому что нет с кем, говорит, Зеленский нелегитимный, но вчера Путин сказал, что готов искать, с кем вести переговоры, и снова добавил о том, что возможные переговоры должны основываться не на чьих-то придумках, а на базе Стамбульских соглашений. Чего добивается Путин заявлениями о нелегитимности Зеленского и о том, что он якобы готов договариваться, но только по Стамбулу? Ну, я столько слышал разного про стамбульские договоренности, что я просто боюсь их комментировать, потому что такое ощущение, что их разные люди читали по-разному. Вот. Так как мне до конца неизвестна природа этих договоренностей и на каких условиях там могли причины боевые действия, то я пока как бы буду оценивать это как некую концепцию прекращения огня. Это не окончание войны, безусловно. Путин довольно последователен. Он всегда хотел переговоров с Америкой, естественно. Потому что Украина не является партнером в переговорах, а стороной переговоров. Нет такой страны. И легитимен Зеленский, нелегитимен. Для Путина это не имеет значения. Сейчас просто удачный момент подошел. Смешно, когда нелегитимный российский диктатор, который давно узурпировал власть, рассказывает про то, что Украина не провела выборы в момент, когда просто там света в стране нету. Просто, когда он разрушил всю инфраструктуру. Просто. Но надо было выборы проводить. Войну прекратить и проводить выборы, кампанию проводить. Вот. Но опять, мы все это понимаем. Путин проводит свою же политику. Он постоянно рассказывает, что он готов к переговорам. Конечно, готов.
потому что ему нужно сейчас, нужна остановка, передышка. Российская экономика не в таком блестящем положении. Понятно, что у России ресурсов еще достаточно, да, там на год-два войны интенсивной, но тем не менее это не та ситуация, которая, как говорится, Путину казалось бы идеальной. Поэтому переговоры — это хорошая задумка, потому что не будем забывать, что любой процесс переговорный, он же тоже подразумевает как бы наличие доброй воли. То есть, естественно, переговоры, значит, там помощь должна замедлиться, потому что сразу путинская агентура будет вопить, что мы должны сейчас воздержаться от помощи Украине. Путин же ничего прекращать не будет. Российские военные заводы будут работать там, в 3 смены, как они работали дальше. То есть переговоры, на самом деле, это способ продолжения войны. Повторяю, Путин воюет, и это война не только с Украиной, точнее не столько с Украиной, это война с Западом. Украина просто промежуточная цель. Украина вообще не существует, как я повторяю, как политический субъект, с которым Путин готов о чем-то говорить. Вот, поэтому, конечно, с Байденом с удовольствием поговорить, конечно. Снова вернуть статус большой. Опять, это любая уступка Путину в этом вопросе означает, что он добивается политической победы. Путин должен быть давно изолирован. Россия должна быть давно уже отброшена в каменный век. Опять, это все делается, если есть политическая воля. Что, нельзя закрыть экспорт российской нефти? Можно закрыть экспорт российской нефти. Почему не делаем? Потому что Байдену надо поддерживать цены на нефть. Вот он пытается, чтобы в Америке, чтобы, не дай бог, там в каких-то штатах там, он не потерял голоса. Он все равно проиграет эти выборы. Вот. Но, увы, к сожалению, я повторяю, вот эта непоследовательная политика, она приводит к тому, что Путин имеет ресурсы продолжения войны. До сих пор нету концепции выигрыша войны. И я повторяю, это длинный разговор, его можно вести бесконечно, но он упирается в одну простую вещь. Цель. Поставьте цель войны. Если цель войны — победа Украины и поражение путинского режима, то надо к ней стремиться. Но такой цели нету, как мы видим. И поэтому начинается вот хождение по кругу. Ну вот республиканцы и просили именно такую концепцию от Байдена. А почему Путин тогда так боится саммита мира в Швейцарии? Сейчас пытается его сорвать всеми способами. На самом деле это же не вопрос саммита мира. Там ничего, честно давайте будем говорить, ничего не решится просто. Это же там та же формула мира, которую сейчас Зеленский предлагает. Она скорее формула как бы промежуточная, потому что она не предусматривает окончание всей войны. Вот. Но она важна ровно потому, что на этом саммите Украина является как бы первой скрипкой. И сам факт того, что Украина, украинская власть, президент Зеленский, становится как бы частью вот этого большого процесса, и занимают важное место, для Путина это политическое поражение. Потому что он говорит, что Зеленский нелегитимен, а тут вот огромный саммит, на который все приезжают. Ну, Китай, понятно, приезжает, какие-то там страны, но в целом это и есть то самое признание Зеленского в условиях, когда, мы понимаем, возникла юридическая коллизия в Украине, потому что его срок подошел к концу. Саммит в первую очередь это легитимизация Зеленского в глазах цивилизованного мира. Вот поэтому Путину это и не нравится, потому что это разрушает его концепцию. То есть он не может исключить Украину как бы из этих раскладов, если весь мир ее признает. Ну, цивилизованный мир, конечно. Там. Мнение африканских диктаторов, я полагаю, никого не интересует. Кстати, тоже одна из проблем Украины. Мне кажется, слишком много внимания уделяется вот этим голосованиям в ООН, там, бессмысленным совершенно. Тоже никому это не нужно. Вот это Израиль продолжает войну без всякого ООН. Вот те ресурсы, которые Украина бросала на то, чтобы там завести отношения с разного рода диктаторами в мире, чтобы они там в ООН не проголосовали там в пользу Путина, эти ресурсы, мне кажется, повторяю, я не собираюсь никого критиковать здесь, но можно было использовать эффективнее, потому что войну это не выигрывает. Вот эти голосования в ООН никому, по большому счету, не нужны ровно потому, что мы про ООН все знаем уже. Про ООН, как бы про их действия, то, как ООН себя ведет сейчас в отношении израильско-хамасовской войны, это еще одна демонстрация того, что война должна выигрываться по-другому, а не попыткой там как бы привлечь на свою сторону там кучку каких-то там коррумпированных диктаторов.